кеттеринговые компании, которые обслуживают наши авиарейсы, насколько они находятся в поле вашего зрения, потому что известно, что за рубежом халяльные меню самолетов есть. В этом направлении скажите, пожалуйста. Спасибо. В этом направлении мы тоже ведем переговоры достаточно давно. И с компанией, представляющей интересы в аэропорту Домодедово. Пока не могу похвастаться успехом в работе с них. И вы абсолютно верно говорите, летая рейсами других авиакомпаний, мы такую возможность имеем. Такую же возможность мы имеем и на рейсах, вылетающих, допустим, из Москвы. Такая возможность заказать есть. Пищеблоки, фабрики, они работают над этим, но они тоже считают, опять же, там же вопрос еще экономики возникает. И в этом плане мы тоже проводим определенную работу, и мы работаем, сотрудничаем с РЖД, и они нам давали справку, допустим, недостаточно большое количество людей заказывают, да, то есть они тоже смотрят, да, экономика, выгодно, невыгодно, да, все-таки там бизнес, некоторый такой социальный аспект, он еще так вторичен. Но я думаю, что совсем скоро мы охватим и это, потому что мы призываем своих коллег, где бы вы ни были, пожалуйста, покупай билет, раз ты выбираешь халяль, пожалуйста, спрашивайте. Пусть это количество наших обращений к билетерам, к тем или иным компаниям, распространяющим билеты, это количество оно превратит в качество, когда люди, отвечающие за сервис, за услуги, они будут понимать, да, это востребовано. В то же время, сейчас я бы хотел рассказать о том, что мы работаем с компанией Pinhas, которая именно специализируется в том числе на производстве бортового питания для наших братьев-иудеев. И вы наверняка многие знаете то, что для нас, для иудеев, христиан, мусульман, пища друг друга, она априори разрешена. То есть мы являемся людьми книги, людьми Писания. И для нас, для мусульман, разрешена пища, забитая по христианскому ритуалу, по иудейскому ритуалу. Да? То есть что это за ритуал, если позволите, два буквально слова, чтобы не было там тайны, может быть, какой-то там, да, или ритуал, там еще что-то такое. Это очень просто, это просто гуманное отношение к животному, перерезание горла одним движением. Одно животное не видит, как забивается другое животное, да, существует ширма. Помещение, как правило, бывает чуть-чуть с приглушенным светом. Ни в коем случае животное не убивается варварским методом. Это битьем головы, мажением головы. Я сам заканчивал, у меня первое образование, закончил мясо-молочный институт. Раньше была профессия молотобойцев, когда бедных животных гнали, стояли молотобойцы на вышках и просто мозжили кувалдами головы этих несчастных животных. Электротоком. Все это категорически запрещено. То есть. И здесь разговор идет о гуманизме, разговор идет о том, что мы относимся к нему. Да, Всевышний создал животное для того, чтобы оно удовлетворяло наши нужды в качестве пищи, одежды, обувь, другие какие-то вещи, медикаменты, которые мы из него производим. Да? Но ни в коем случае нам Всевышний дает право варварским образом относиться к твари, извините, Божией, да, в виде вот этого животного. Вот в чем смысл убиения животного, забой животного по вот этим вот канонам единобожия. Еще раз говорю, там раньше и бабушку в деревне с дедом там резали курицу, говорили с Богом, все это осталось. Сейчас, к сожалению, в угоду скорость, время, деньги, да, быстро, как бы там, да. Что в этой быстроте мы получаем? Вы сами знаете, как бы там, да, это не полностью вытекшая кровь из туши животного. Кровь — это патогенные зоны, это адреналин, это вирус страха, который начинают вырабатывать надпочечники животного. Это же все никуда не девается, это же все мы кушаем, это же все кушают наши дети, правильно? И действительно, я вот уж, извините, пожалуйста, вот мы сейчас с коллегами в Казахстане общались, я говорю, что мы и вы, все мы являемся в некотором образе доктора, лекари, ну, больше, чем на медбрата я себя не позиционирую, которые работают над этим. Мы в некотором образе проводим лечение людей через питание, через вот этот образ жизни. Только 12% употребляют вот эту продукцию из
мусульман России. А вы не думаете, что проблема здесь состоит именно в цене этой продукции? Она очень дорогая, между прочим, на рынках. От чего зависит эта цена, ценообразование этой продукции? Это первое. Второе. Почему не продается, то есть продаются только в специализированных магазинах? Почему не делается, допустим, секция в общих магазинах? Секция халяль, допустим, продается там. Это второй вопрос. Третий. Как решает эта проблема халяль в российской армии, поскольку 20% населения России мусульман? И, естественно, 20% армии тоже должно быть мусульман. Спасибо. Значит, я хотел бы ответить таким образом, то что, во-первых, по поводу ценообразования. Я вот в спор превращать не хочу, но если бы вы сказали о продукции кошер, я бы это принял. Продукция кошер в 2-2,5 раза килограмм ее дороже, чем как бы вот средняя цена. Почему? Потому что, быстренько пробегусь, у иудеев еще более высокая планка. Вы знаете, если брать крупнорогатый скот, вот перед вами животное, они выбирают только переднюю часть, заднюю часть не кошер. Из 100 единиц вот, животных, которые да, вот, на убой предназначены, там, я боюсь ошибиться, поэтому, да, примерно скажу, 15-20% животных может проходить предварительно только по внешнему осмотру на кошер. После этого, как забивается животное, вы знаете, еще идет внутренний осмотр. Это и продувание легких, и т.д., и т.п. И у иудеев, вы знаете, как бы, да, минакер, да, я еще раз говорю, если среди нас иудейские братья, они меня поправят, у них уровнем стоит чуть ли как бы не выше раввина, богослова. Это очень уважаемый человек, очень уважаемый профессия. Здесь, то есть, я бы это принял бы. Что касается мусульман, я не исключаю возможности в конкретике, допустим, есть такие моменты, когда наши компании, допустим, там у них, не хочу называть, чтобы это было неправильно понять, у них есть, цена, она значительно отличается, допустим, на килограмм, допустим, это там 10-15 рублей может быть на килограмм дороже. Это такое есть. Но в общем принятом, если сейчас брать отпускные цены заводов, я вам могу сказать, если там кило птицы, образно говоря, стоит 70 рублей, то отпускная цена птицы с завода это 72-73 рубля. И это вполне нормально, и это обосновано чем? То, что мы ставим на процесс убоя нашего эксперта, это определенная процедура, это определенная нагрузка. Многие предприятия еще предпочитают продукцию халяль делать в индивидуальной упаковке, на подложке. Все это потихонечку может привести к удорожанию, но поверьте мне, и мы можем потом, вот среди нас есть, сидят уважаемые дамы, хозяйки, которые, может, большей части, ну, чаще, чем мы ходят в магазины, мы даже можем на эту тему пообщаться, сделать на эту тему такую аналитику наших дней, да, то есть у нас нет валов звонков, что, ребята, побойтесь Бога, вот вы там говорите о халяле, о разрешенном образе жизни, а у вас цены такие, что, извините, вот нам, пенсионерам, там, да, нам надо... Шквала таких звонков нет. Хотя лет 10 назад по Татарстану мы мониторили, были такое, когда там бабушки, дедушки говорили, когда цена достигла разницы в 6 рублей, разговор был. Потом это сократилось до 2-3 рублей, потому что тогда делали первые шаги, тогда было дороже. Когда все это отработалось, потому что вплоть до того, что приходилось приостанавливать скорость движения конвейера для ручного забоя. По канонам, по современным стандартам можно и ручной забой птицы делать, и механический забой делать. Вот ручной забой, он вытягивал при остановлении, понимаете, да, что если в час 9000 голов птицы бьется, после приостановки снижения скорости 7, понимаете, да, то экономика тоже вытягивается. Человек делал 9000 в час, теперь он делает 7000, но халяли. Цена может подрасти. То есть я бы, наверное, отдельно можем поговорить, немножко так, если вы позволите, как более старший, поспорил бы на эту тему, но не спорил бы категорически в этом плане. То, что касается службы в нашей армии, в российской армии, и с учетом того, что у нас и, да, это и в МВД, и в армии, и, к сожалению, есть такая проблематика, есть у нас большое количество людей, исповедующих ислам, сидящих в тюрьмах, то здесь тоже работа ведется, то есть они к нам обращаются, и то, что касается тюрем, как бы там вот мы работали по поводу тюрьмы в Бутырках, там тоже они просили о предоставлении возможности. Сейчас, знаете, даже в тюрьмах есть возможность через интернет заказывать себе еду. У них есть карточки,
вот, у них есть магазинчики свои, как бы, да, не просто принятое питание, которое им положено как заключенным, а еще они могут как бы вот эту, ну, скажем так, брать пищу извне. То они нам тоже обращались по поводу организации халяль пищи, мы обращались к нашим партнерам Халяляш, чтобы они поучаствовали в тендере. Пока это процесс переговорный, но я вас уверяю, то, что с учетом того, что большую часть вот именно мусульман, представляющих вот, в армии, представляют у нас представители северокавказских республик, где вот этот религиозный ценз, он более высокий, и там большее количество практикующих людей. Вы знаете, что такое практикующий мусульманин, да? Я, извиняюсь, не просто там нацепил на себя полумесяц, да, и ты мусульманин. Это права и обязанности, это там и чтение намаза, и ураза в месяц Рамазан, другие некоторые моменты. То не сегодня-завтра это будет и в армии представлено, потому что они или едят только то, что, в чем не сомневаются, а по нормам это активный все-таки образ жизни, да, служба в армии. Нужна белковая пища, здоровое питание там тоже нужно. Я думаю, что мы на пороге вот этих вот решений, вот этих вот вопросов. Вот. То есть пока переговоров не было, в отличие как бы от тюрем, но этот вопрос мы тоже перерабатываем. У нас как бы работают и службы, как вот уважаемый Абдулла вот здесь перед нами, Беслан, то есть работа в этом направлении тоже ведется.